Приветствую всех любителей часов на своем канале. Сегодня у нас на обзоре вот такой вот монстр. Монстр в милитари стиле, в полевом стиле, ну или, можно сказать, в спортивном стиле. Это часы от бренда Skmei. Китайский бренд, можно сказать, аналог G-Shock. Давайте сейчас достану. Итак, в нашем сегодняшнем ролике расскажу, как настроить эти часы, какие есть здесь функции, покажу, какие имеют эти часы размеры. Ну а сначала немножко поговорим о дизайне этих часов. Как мы видим, здесь у нас есть часовая и минутная аналоговая стрелка, а также секундная стрелка в отдельном колодце или окошечке. Это у нас такая своеобразная отсылка к часам времен Второй мировой. Там именно такое расположение стрелок, именно так была расположена секундная стрелка. Также здесь есть цифровой дисплей. На часовой и минутной стрелке аналоговой имеется люм. Стрелки светятся в темноте. А также у цифрового дисплея есть своя подсветка. Ну, подсветку покажу позже. А сейчас еще взглянем на эти часы. Что у нас тут есть? Задняя крышка у нас нержавеющая сталь. Модель у нас 1637. Также здесь указан тип батарейки. Часы в таком мужском брутальном стиле подойдут, мне кажется, лесорубам, военным, экстремалам. Ну, что-то такое сразу же вспоминается. Такие профессии, такие мужские, брутальные. Сверху на дисплее, сверху на стекле наклеена защитная пленка. Имейте в виду, что в принципе при желании ее можно снять. Часы будут выглядеть немножко по-другому. Ну а так лучше, конечно, ее оставить для защиты от внешних воздействий. Ремешок довольно-таки мягкий, силиконовый, очень удобный. Бакля стальная. Цвет у нас здесь синий камуфляж, такой городской камуфляж. Можно сказать, что часы тактические. Имеется 3 накладных часовых метки, 9, 12 и 3. А также есть часовая разметка для удобства считывания по аналоговым стрелкам. Так, кстати, стрелки аналоговые, если зажмем вот этот пушер, двигается вот таким вот образом. Так вот мы восстанавливаем. Можно вот такими вот движениями более точно установить время. Очень удобно, очень здорово это выглядит. Подсветка у цифрового дисплея вот такая вот. Кстати, вот здесь сразу же хочу сказать, что можно вывести либо время текущее, либо время другого часового пояса, либо дату и день недели. Мне кажется, будет очень удобно выставить здесь именно дату и день недели, чтобы, в принципе, по аналоговым стрелкам определять время, а здесь смотреть только дату. Я бы так оставил. Ну, кому как. Вот. Ну, давайте сразу же поговорим о настройке. Как настроить эти часы? Назовем вот эти пушеры таким образом. Это пушер А, пушер Б, пушер С и пушер Д. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что такие часы у меня есть в нескольких экземплярах, и их можно купить в моем онлайн-магазинчике. Ссылочка будет в описании. Итак, пушером А мы можем включить подсветку. Как я уже показывал, подсветка светится несколько секунд, и она зеленого цвета. Пушером Б, если мы нажимаем, мы переходим в режим даты, то есть 10 месяц, 12 число, среда написано. Нажимаем еще раз, переходим в режим будильника. Здесь мы настраиваем будильник. Переходим в еще один режим. Это у нас второй часовой пояс. И следующий режим это секундомер. Кстати, по секундомеру хочу сказать, что как им пользоваться, смотрите внимательно, потому что
сброс до нуля очень интересный. Не как обычно на часах такого плана. Итак, еще раз нажимаем, возвращаемся к нашему реальному времени. Чтобы настроить время, зажимаем клавишу C на 2 секунды. Происходит сигнал. Секунды у нас начинают моргать. Клавишей B мы сбрасываем секунды. Клавишей C мы перемещаем мигание на час, минуту. Дальше нажимаем, выбираем 24-часовое время или 12-часовое время. На 12-часовом времени будут нам видны обозначения AM, то есть до полудня, и PM, после полудня. А на 24-часовом, соответственно, время будет исчисляться в 24-часовом диапазоне. Вот таким образом, я думаю, вам будет понятно. Дальше нажимаем клавишу B, переходим в дату. Тут, соответственно, тоже зажимаем 2 секунды C и можем менять дату. Нажимаю клавишу C, переходим к дню недели. Еще раз нажимаем, и она у нас фиксируется. Так, переходим к будильнику, соответственно, тоже зажимаем 2 секунды. И мы можем клавишей B установить, например, 6 утра. Так. Здесь мы можем установить минуты. Например, 6 часов 10 минут. Когда у нас мигает аларм, это значит будильник установить или выключить СИК. Это значит ежечасный сигнал. То есть клавиша B мы устанавливаем, нужны нам эти функции или нет. Или сразу же обе эти функции нужны или нет. Можно выставить. Итак, теперь насчет второго часового пояса также выставляем с помощью клавиши C, 2 секунды держим, устанавливаем время второго часового пояса. А вот насчет секундомера, то есть нажимаем клавишу C один раз, секундомер у нас пошел. Еще раз нажимаем, останавливаем. А чтобы сбросить до нуля, внимание, зажимаем на 2 секунды и отпускаем. После сигнала, видите, у нас секундомер сбросился. То есть это так довольно-таки интересно, потому что обычно какой-то другой клавишей мы сбрасываем. А здесь все с помощью одной клавиши. В общем, запомните, 2 секунды держим, сбрасывается до нуля. И в принципе вот и все функции. Все функции, которые нам нужны. Как я говорил, я бы поставил здесь дату, чтобы можно было видеть дату. А время исчислял, смотрел бы время здесь с помощью аналоговых стрелок. Все довольно-таки удобно. Часы прочные. Размеры часов большие, но несмотря на это, садятся они на запястье довольно-таки удобно. На моем запястье в обхвате 18 сантиметров. Часы выглядят вот так. В принципе, они легкие, хоть и большие, хоть и крупные. Теперь померяем точно размеры с помощью штангенциркуля. В общем, если без пушеров, диаметр у нас примерно 54 миллиметра. Толщина корпуса примерно 19 миллиметров. Ремешок, кстати, держится у нас вот так, посмотрите, как мощно. С помощью таких вот заклепок. Ремешок, вот в этом положении 30 миллиметров.
Здесь он уже 22 миллиметра. Так. Вес часов 80 грамм. Ну так, что по итогу? По итогу хочу сказать, что в принципе очень интересные часы. Дешевые, многофункциональные. Имеют очень красивый такой цвет, покрытие. Удобный, крепкий, в то же время комфортный ремешок. Так что они стоят своих денег. И я их рекомендую к покупке, если вам нужны такие часы, часы такого плана, удобные часы. Ну что ж, спасибо за внимание. Благодарю всех за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Всем добра.